Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня хочу приготовить капкейки с ягодной начинкой. Пришла долгожданная пора фруктов и ягод, и конечно же мы готовим капкейки с ягодами. Для этого нам понадобится хорошее настроение и сливочное масло комнатной температуры, размягченное, но не слишком, 82,5%. Добавляем щепотку соли, туда же отправляем сахар. Следом ванильный сахар и все взбиваем до попышнения массы, увеличения в объеме. Для этого нам понадобится 2-3, может быть 4 минуты. Собираем все, что оказалось на бортах нашей миски, чтобы все хорошо смешалось, и добавляем по очереди яйцо. Первое яйцо отправляется в массу и взбивается до полного объединения с маслом в однородную консистенцию. Собираем все с края чаши или дежи и добавляем второе яйцо. Кстати, яйца должны быть также комнатной температуры, поэтому достаньте их вместе с маслом заранее. Все объединяем опять в однородную консистенцию, для того, чтобы крупинок от масла не было в тесте. Собираем все с краев чаши и добавляем третье яйцо. Все как всегда, тщательно и хорошо вмешиваем. Кстати, можно использовать и планетарный миксер, так будет быстрее, но не забывайте собирать все с края дежи и миксера. Так консистенция будет однородная. Сюда же отправим сметану, можно брать любой жирности, также подойдет греческий йогурт. И все снова хорошо смешиваем в однородную консистенцию. Ну а теперь наше тесто готово, чтобы принять муку. Используйте муку высшего сорта для кондитерских изделий и обязательно просеивайте. Может быть, мы не богатим муку достаточно большим количеством кислорода, но точно избавимся от комочков, которые могут помешать нам внутри теста. Все хорошо объединяем, на этот раз лопаткой, потому что миксер может быть сделать нам мучную тучу на кухне. Далее вторая часть муки постепенно добавляем, так как муку будет тяжело вмешивать. Более того, тесто лучше вбирает муку, когда постепенно получает порциями. И смешиваем до получения однородной консистенции. Кстати, часть муки вы можете заменить на крахмал. Кукурузный или картофельный, в данном случае нет никакой разницы. Это может быть от 5 до 10% от общего количества муки. Тем самым мы добьемся более легкого и воздушного теста внутри готового изделия, то есть нашего кекса. Теперь добавляем разрыхлитель. Правильнее, конечно, добавлять его в муку, вместе с мукой вмешивать в тесто. Но если забыли, так как и я, либо используйте соду, гашеную уксусом, то лучше вмешивать ее уже после того, как мешалась мука. Вот такая консистенция у нас получилась теста. И далее, для удобства отсадки в формы, я перекладываю в кондитерский мешок. Вы можете делать так же, а можете использовать простой полиэтиленовый пакет. Сегодня я буду выпекать свои капкейки, кексы, как хотите называйте, в такой силиконовой форме. Ничем не связываю силиконовую форму, так как тесто достаточно имеет много масла сливочного, и прямо заполняю формы на 2/3, не больше. Также хочу использовать несколько бумажных капсул, поэтому кладу их в форму и заполняю точно так же на 2/3 теста. Вы же можете использовать как капсулы с укрепленным каркасом, либо выбрать те формы, которые у вас имеются в наличии. 15-20 минут и капкейки готовы. Обязательно проделайте тест на сухую зубочистку. Если она выходит чистой и сухой, значит тесто внутри капкейка пропеклось хорошо.
Ну а теперь давайте посмотрим, как достается из силиконовой формы капкейк, и он прекрасен. Донышко хорошо пропеклось, форму держит и хорошо достается. Поэтому вы можете варьировать. Если вам нужно красиво презентовать свой десерт, используйте капсулы. Если делаете для себя, этого не обязательно. Итак, а теперь я предлагаю достать наши капкейки и сделать небольшое отверстие внутри, чтобы наполнить их дополнительной начинкой. Так будет вкуснее и интереснее. Здесь у меня фруктовое простое варенье. Это будет достаточно. Вы можете использовать как джем, так варенье, шоколадный ганаш, шоколад и просто орехи. Ну а теперь приступим к приготовлению крема. Как всегда, делаем самый вкусный, самый простой, беспроигрышный крем. И как вы уже догадались, это крем-чиз. Для этого нам понадобится сахарная пудра и непосредственно сливочный или творожный сыр. С ягодами хочется легкий воздушный крем, поэтому используем сливки. Помните, что для крем-чиза на сливках нужно обязательно использовать хорошо охлажденные сливки и творожный сыр. Взбиваем несколько минут, на это понадобится 2, может быть чуть больше минут. Собираем все с краев чашки, миски, либо же миксера, если вы используете планетарный, для того, чтобы консистенция была однородной. И вуаля, крем готов. Перекладываем его в кондитерский мешок. Обязательно используйте кондитерскую насадку, если она у вас есть. Так узоры на креме будут еще больше, красивее, чем есть на самом деле. И аккуратно делаем шапочки в 2-3 слоя. С круговыми движениями заполняем и закрываем наш капкейк с начинкой. Уже аппетитно это выглядит. Поверьте, что крем-чиз можно кушать как самостоятельное блюдо без подачи капкейков и каких-либо фруктов. Но если все объединить, вкус обалденный, оторваться невозможно. Тем более, если готовите по моему рецепту. Итак, заполняем все капкейки. Данного количества крема и теста хватает на 12 капкейков, поэтому если вы хотите увеличить количество, либо может быть наоборот уменьшить, то умножайте на 2, делите на 2, может быть на 3, 4 или 5. Итак, заполняем наши капкейки и переходим к следующему этапу. На этом этапе нам понадобятся, конечно же, уже ягоды. Клубнику мы берем чистую, мытую, но я люблю, когда она с хвостиками, поэтому оставляю их. Добавляем ежевику, добавляем голубику, добавляем малину. В общем, все, что у вас есть под рукой. Если есть орешки, то пожалуйста. Если есть кусочки шоколада, пожалуйста. Если есть вафелька, добавляйте ее тоже сюда. В общем, на что хватает у вас фантазия, то и может украшать ваши капкейки. Но для того, чтобы ягоды, особенно клубника, в разрезе не теряла свою форму, не текла и, что еще хуже, не заветривалась, сделаем небольшой сироп для того, чтобы заглазировать их. Итак, нам понадобится сахар, нам понадобится вода. И для большего вкуса можно добавить щепотку ванили, но это не обязательно. Доводим до кипения. Как только закипело, сироп готов, и можно приступать к тому, чтобы смазать ягоды. Аккуратно смазываем ягоды, особенно клубнику, которая у нас с открытым разрезом. Но будьте аккуратны, не допускайте попадания сахарного сиропа на крем-чиз. Крем-чиз на сливках не любит сахарный сироп. Они не дружат. Сахарный сироп плавит крем. Поэтому используйте, как и я, кисточку для этого дела, и таких проблем у вас не возникнет. Кроме того, можно использовать сироп с желатином, просто желатин, либо кондитерский гель, который также очень хорошо покрывает ягоды. Ну что ж, кажется, наши капкейки готовы. Вот такие они красивые, аппетитные. Удержаться, чтобы не попробовать, просто невозможно. Поэтому, чтобы не сдерживать себя, переходите вниз, под видео описание есть рецепт. Готовьте
капкейки и наслаждайтесь сами. Это обалденно. Спасибо за просмотр. Всем пока.